Вот смотрите, о ком он думает. Он думает о женщине, и эта женщина королева мечей. Эта женщина самостоятельная, одинокая, разведенная, без мужа, воздушные, скорее всего, стихии, особенно весы, водолей или близнец. Но и эта женщина думает о нем точно так же. Поэтому, если вы о нем сейчас думаете, напишите в комментарии, да, что это вы. Общий расклад Таро, его мысли, чувства, планы и действия в ближайшем будущем. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на любовь, на отношения, на загаданного мужчину. Этот расклад Таро для мужчин также может быть подходит. Если мужчины хотят посмотреть на себя со стороны, на ситуацию со стороны, ну и, может быть, разобраться в каких-то скрытых мотивах женщины, настраивайтесь на себя, на своего мужчину, на свою женщину, и мы погадаем с вами на картах Таро сегодня на любовь и на отношения, на мысли, чувства, планы и действия. Давайте посмотрим, как мужчину видят карты сегодня и как женщину видят карты сегодня. Ну и посмотрим, что между ними, да, вот так. Тут какая-то, по-моему, карта, что ли, перевернута. Нет, не перевернута, подрублена так, да. Окей. Ну что ж, давайте смотреть. Мужчину видит пятерка пентаклей. Либо мужчина заигрался и проиграл в отношениях, либо хочет все себе в отношениях, либо нечестен, потому что пятерка мечей часто о предательстве. Ну, либо предатель, да, вот такое. То есть с мужчиной происходит не пойми что, и может быть такое, что он был вот такой прямо няшка-душка, а в последний момент отчубучил какую-то бяку. Да, так тоже бывает, кстати. Женщина. А женщина к нему со всей душой любит, чувствует, к нему испытывает какие-то чувства и надеется, что вот эта бяка, ну, пятерка плюс единица, шестерка это все-таки влюбленные. Ну, то есть женщина надеется, что все плохое в нем да искоренит, да изведет, да выведет, да повыведет, как говорится, да. Ну, хорошо, а что между ними, да? А между ними поиск компромисса. Поэтому смотрите, у нас сегодня на раскладе такая пара, в которой мужчина во все тяжкие ведет себя как последний малыш с грязной попой. Да, вот так. Женщина к нему со всей душой любит, испытывает чувства и надеется, что это все поменяется. Что может быть, видите, воздух, а здесь вода, что может быть слезы, эмоции, чувства как-то на это повлияют. Да? Ну и попытка компромисса, поиска компромисса в этих отношениях постоянно прослеживается. То есть пара, которая пытается найти компромисса или достичь компромисса, но мужчина здесь козлит, а женщина наоборот, ну такая душа, няша, душечка. Но смотрите, мужчины, если у вас наоборот, вы няшечка, душечка, а женщина козлит, ну можно так тоже с другой стороны смотреть. Хорошо, давайте смотреть дальше. По какой причине мужчина, ну вот, превращается в пятерку мечей, и что заставляет его, ну давайте так скажем, вести себя неадекватно, поступать так, как он поступает, быть, допустим, жестким, неадекватным, ну как бы вести себя так, как бы женщина не хотела, да, вот так. Восьмерка кубков ищет причины, чтобы уйти или отдалиться. То есть он хотел бы уйти, но не может. Или не хочет, да. Ну, не может, скорее всего, да, вот так. То есть, почему он неадекватен? Потому что он хочет отдалиться. А почему хочет отдалиться? Давайте смотреть. Паж кубков запутался в своих чувствах, не уверен в своих чувствах. И, может быть, если вы знаете, что есть соперница, ну, здесь паж – это причина внешняя. То есть,
Чувства и его могут быть, все чувства. То есть, может быть, его кто-то отвлекает. То есть, он не уверен до конца в своих чувствах. Если нет соперницы, а если есть соперница, то так и тем более. Ну, не уверен, да. Дело в чувствах, все. Хорошо. Давайте тогда посмотрим, а что действительно он чувствует вот к этой женщине, которая здесь к нему со всей душой, со всем сердцем, да. Что он чувствует сегодня? Что он чувствует к ней, когда она к нему со всей душой? Какой-то парадокс, и я не понимаю, почему так. Двойка кубков. То есть он чувствует к ней любовь, но и не уверен в своих чувствах. Ну, с другой стороны, это не парадокс. Если действительно кто-то третий мешает, то он может как бы испытывать чувства и к одной, и ко второй, да, то есть колеблется, да, колебания. Но, тем не менее, он ее точно так же любит, как и она его. Но может и не показывать, и может и отдаляться, и может и козлить, и предавать, и все что угодно. А что думает о ней сегодня, сейчас? Мысли. Смотрите, все по воде идет, и я вам так скажу. Смотрите, водная карта, водная, 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 водная и водная. А здесь у него мысли. У него мысли заморочены. То есть, смотрите. То есть он думает, что он запутался. Но он этого может и не осознавать на самом деле. То есть он думает, что он не понимает, что происходит. Вот что он думает по поводу этой женщины. Давайте тогда спросим напрямую. А есть ли соперница здесь, в этих отношениях? Есть ли соперница в этих отношениях? А есть ли соперница? Верховная жрица, она есть, даже если вы ее не видите. То есть мужчина действительно, скорее всего, очень тщательно либо скрывает, либо вы о ней тогда знаете. Жрица есть, то есть либо она закрыта, либо она скрывается, либо она за непроглядом энергетическим, то есть каким-то образом она тут есть, к сожалению. Давайте так скажем, может быть, это бывшая действительно, то есть если вы знаете, что ее сейчас нет, либо это мама, да, либо это сестра, либо это какая-то старшая женщина, то есть какой-то авторитет для него есть. Давайте так скажем, по жрице, вообще жрица – это скрытая женщина, но иногда можно даже так сказать, тебе не положено знать, или нет, этой женщины нету. Но жрица – это скрытая информация, поэтому что-то скрывает, но это все равно женское, да, то, что скрывает. Хорошо. Давайте спрашивать тогда, о ком он думает сейчас в эту минуту? О ком он думает сейчас в эту минуту? Сейчас в эту минуту. Вот смотрите, о ком он думает. Он думает о женщине, и эта женщина королева мечей. Эта женщина самостоятельная, одинокая, разведенная, без мужа, воздушные, скорее всего, стихии, особенно весы. Водолей или близнец. И эта женщина думает о нем точно так же. Поэтому, если вы о нем сейчас думаете, напишите в комментарии, да, что это вы. Я буду понимать. Хорошо, дальше. Дальше смотрим. Хорошо, что он именно думает об этой женщине, да? Что он именно думает об этой женщине? Первое. Смотрите, он не может без вас, и он знает точно так же, что вы не можете без него. Точно так же знает, что вы не можете без него. И он думает, что и он страдает без вас. Что еще думает о вас? 4 мечей. Думает, наверное, что вы сейчас спите. И что вы к нему остываете, охладели к нему. То есть теряете к нему интерес. Он так думает пока что. Может быть, не уверен. Также думает, что вам, скорее всего, нужно отдохнуть друг от друга. Это отдых. Что еще думает? Думает, что ему с вами хорошо, весело, азартно, и что вы его заряжаете своей энергией. То есть вы для него человек свежий, светлый, и он ценит ваше внимание и вашу заботу. То есть он думает о том, что вы человек достаточно такой живой, энергичный, энерджайзер, как ребенок. А что он хочет забыть, связанное с вами?
4 мечей. Что хочет забыть, связанное с вами? Какую-то обиду. Или обидел вас, скорее всего, зацепил за живое. Или, может быть, какую-то эмоцию причинил вам душевную боль и страдания. Но также он хочет забыть ту женщину, которая идет по жрице. Смотрите, что жрица, что королева кубков. Жрица вообще это овновый дом. Но тем не менее, он хочет забыть женщину, которая связывает вас и ваши отношения. Поэтому здесь, скорее всего, все-таки, друзья, женщина есть. И если мы учитываем то, что здесь кубков прямо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кубков, а земли у нас практически тут и нету, ни одной земельной карты, то почвы под ногами у этого мужчины нету, да и у вас тоже не особо есть, потому что все-таки это висящая карта, и ситуация здесь подвешенная. И она же ищет, эта ситуация нуждается, точнее, эта ситуация в компромиссе, да, то есть нужен какой-то, нужна какая-то здравая мысль. Повешенный не просто так здесь выпадает сегодня. То есть ситуация может быть и затянутая, хроническая, трудная, болезненная, да, такая, и иллюзия какая-то есть, чары какие-то, да, то есть какая-то неадекватность. То есть здесь очень много факторов, которые влияют на ситуацию и на мысли мужчины, да, и на чувства мужчины, и на ситуацию, в которых оказывается женщина, и на ситуации, где друг от друга зависимы, да, вот партнеры в этой ситуации друг от друга могут быть зависимы. Давайте посмотрим, а любит ли он ее? О, видите, упала карта, вот 2 карты. Вот любит ли он ее? Ну, вот эту жрицу, да, 2 карты. Колесо фортуны. Здесь какая-то карма. Он ее то любит, то не любит. Вот такая, знаете, она переменчивая, эта фортуна. И 6 жезлов. Знаете, да, действительно, он ее то любит, то не любит. Все-таки. Но он ей что-то пытается доказать, этой женщине. Доказывает он ей. Я не скажу, что это любовь. Это переменная, это синусоида. У меня такое ощущение, что он то ей уделяет внимание, то не уделяет внимания. Но любовью это назвать нельзя. Скорее всего, это можно назвать зависимостью. Точно так же, как и в вашей ситуации. Но только там он зависит, а к вам испытывает чувства. Понимаете, да? Хорошо. Что от вас он скрывает? Что он от вас скрывает? Давайте посмотрим. Что он скрывает от вас? Что он скрывает от вас? Есть что скрывать ему от вас. Скрывает он от вас все-таки эта женщина. И скрывает он от вас истинные чувства. Истинные чувства. А какие у него к вам истинные чувства? Вот давайте и спрашивать. Все, смотрите, все тут стало на свои места. Он вас действительно любит. 2 кубков. Помните, я говорил, единица плюс 5, 6, вот она, влюбленная 6. Вот она 2 кубков. Но вот эта луна и вот эта жрица, это все, это просто он дезориентирован. Вот эта 7 кубков, это вот как будто бы он оморочен, этот мужчина. И здесь вот тот типичный случай, когда вы видите, ну, не типичный, не самый распространенный, но тот самый случай, когда действительно вы можете и не видеть женщину, но она здесь есть. Она здесь есть. Она проявляется по жрице, она проявляется по вот этой королеве кубков, скорее всего, да. То есть не обязательно он вас зацепил, но вы могли почувствовать. И она может здесь, тут, смотрите, королев полно. Но она же прячется точно так же и за луной здесь. Понимаете? Поэтому здесь к этой женщине он не испытывает любви. Но он с ней связан кармическим узлом, где он обязан ей доказывать, что он мужчина. Каким-то образом свое мужское достоинство подтверждать перед ней. Понимаете? И, ну, это не обязательно сексуальная связь, но может быть, да, и то же самое, да, то есть он постоянно вот энергетически под нее подвисает. Хорошо. Давайте спросим. Ну, первый вопрос, который, вот да, вот он же вас все-таки любит. Есть ли вам смысл продолжать эти отношения? Вот часто спрашивают у меня на личных раскладах, да,
Вот этот вопрос, он часто идет, да, и часто партнеры стоят перед этим вопросом. Есть ли смысл продолжать? Ну, или ради чего здесь продолжать эти отношения? Ну, тут могут быть еще и дети, да, у вас, если вдруг вы пара, да. А вы не сможете просто так выйти из этих отношений. То есть у дьявола свой смысл, у вас может быть свой смысл. То есть ответ – да, есть смысл, потому что есть дьявол, да. То есть должна быть какая-то цель, то есть оно не может быть так бессмысленно, бестолково, да, безидейно. Да, но видите, все-таки здесь не без дьявола, все-таки здесь Луна, жрица и дьявол тут дают какой-то вот такой нелегкий треугольник. Вот вчера, ну или позавчера был расклад на треугольнике. Если кому-то надо, вот я ссылочку дам. Вон там в правом верхнем углу поставлю ссылку на этот расклад про треугольники. Да? Кого он любит больше? Ее или вас? По-моему, так он называется. Хорошо. Есть ли смысл продолжать? Да, даже если нет смысла, вы не выйдете из этих отношений. Хорошо. Давайте спросим, а почему здесь выпадает дьявол? Чем это вы так? Откуда тут дьявол берется в ваших смыслах? Да? Почему в ваших смыслах есть дьявол? Почему в ваших смыслах появился дьявол? Вот так спросим. Или откуда дьявол в ваших смыслах? Но здесь, смотрите, здесь отстаивание своей цели. И здесь действительно, допустим, если мужчина справжний козак, да, наприклад, то да, действительно, у него своя цель доказывать ей, что он там на что-то способен, но и доказывать что-то вам. То есть это для мужчины надо доказывать там и там. А женщине нужно отстаивать свои интересы. А дьявол – это именно интересы. Поэтому для женщины здесь отстаивание своих интересов, а у мужчины отстаивание своих интересов сразу на две стороны. И это испытание и для женщины, и для мужчины. Хорошо, идем дальше. Давайте спросим, и что вам высшие силы предлагают бороться? Спрашиваем. И что, и да, семерка мечей. Почему по семерке мечей? Вы же не можете его украсть. Значит, нужно идти всеми мыслимыми и немыслимыми тропками. То есть нужно пускаться на все хитрости и совершать все ходы и действия, которыми вы еще не пробовали делать. Да? То есть ухищрениями, разговорами, не мытьем или не нытьем, так катаньем. Борьба, скрытая борьба, открытая борьба, магия, мистика, эзотерика, все сюда. То есть все способы здесь хороши. Разведка. Ну и как можно больше информации собирать. Собирать информацию. Это разведчик всегда. Хорошо. Семерка идет. В чем он вас обманывает? Давайте спросим. В чем он вас обманывает? Ну, он обманывает вас в том, что нету третьего человека. Третий человек здесь есть. Может быть, он во снах к нему приходит, к примеру. Или он к ней во снах приходит. То есть у них водная связь. Здесь все по воде идет. И получается так, что как бы он ни говорил, что третьего лица нету, оно здесь крутится все равно на уровне души. Но вы должны и чувствовать это. Хорошо. Давайте допустим, если вдруг третьего человека здесь нету, ну вы знаете, давайте спросим, в чем он еще все-таки вас может обманывать, в чем может быть нечестен? Ну, смотрите, этот человек не святой. Не святой он. Ну, иерофант выпадает. То есть в его святости нужно его заподозривать. То есть этот человек грешник, ну, близнец получается, двойственный. Ну, я не говорю, что мы все святые, да, нет, мы все не святые, да, но мы к этому как бы стараемся, стремимся, да, кто стремится, кто нет. Но, тем не менее, этот человек вам не говорит правду, то есть в чем он вам врет. То есть его духовность, она о духовности, да, то есть у него есть как бы другое знание, у него есть близнец. У него есть альтернативная правда, альтернативная информация. Потому он с вами как минимум нечестен. И эта честность на двоих. Понимаете? Ну, то есть доверять ему нельзя. Ну, особенно в паре.
То есть некая энергетика, которая заставляет его постоянно обращаться не к вам, не к вашей душе. Давайте уточняющую карту. Ну вот он император, да? И император здесь, знаете, как есть некая правда, и есть некая мужская позиция, с которой он не сойдет, не отойдет. Скажу так, в чем ему можно не доверять, он ненадежен пока на данный момент. То есть Иерофант и император дают ему такого, знаете, как бы какую-то такую жесткую позицию, от которой он не может отойти, потому что правда это его. Поэтому, скорее всего, вот эта вот карта, это уже альтернативная ваша правда, где вы своей правдой, своими хитростями. Я не говорю, что вы должны, но вам карты говорят, боритесь пока, да. Хорошо, если вы выходите из этих отношений, то что вы теряете? Если вы выходите из этих отношений, что вы теряете? Тут еще один дьявол, смотри. В этой колоде просто 2 дьявола. Но вы теряете связь, выходите и теряете дьявола. Может быть. Вы теряете смысл какой-то свой, теряете свою цель. Но и отказываетесь тогда от дьявола. Тут надо выбирать. Вам нужно идти своей целью? И нужно ли вам быть с этим дьяволом? Давайте спросим, а нужно ли вам быть с этим дьяволом? Да, нужно. Смотрите, для того, чтобы быть вам с этим дьяволом, тогда вам должно быть это выгодно, как минимум материально. Должен быть партнер такой с деньгами, как говорится, да. И если вы выходите, и мужчина обеспеченный, тогда вы теряете финансы, естественно, да. То есть дьявол здесь это больше деньги, да, про деньги, и про секс в том числе. А если вы остаетесь, да, 6 мечей, если остаетесь, то есть перспектива, но не без борьбы. По 6 мечей это трудности всегда, все равно преодолевать трудности. Какие трудности придется преодолевать? Держать все под контролем. То есть жезл под контролем должен быть, особенно у женщины. Поэтому, и энергия. То есть это не только сексуальная энергия мужчины под контролем должна быть, но и финансовая энергия мужчины должна быть под контролем. И здесь не без женской магии. То есть вы как бы в любом случае попадете в такую как бы ситуацию, где вам придется бороться с вот этой вот жрицей. То есть, то ли вы будете ее физически отдалять, да, может быть, даже и переедете. У меня почему-то такое, да. И энергетически у вас тоже будет с ней борьба. То есть, ножи будут, да, как говорится. Хорошо, кто сильнее, она или вы? У кого сил больше? Тут 2 дьявола прямо выпадает. Интересно. Кто сильнее, она или вы? Здесь король пентаклей, либо это телец сильнее, либо мужчина окажется в конечном итоге сильный, либо тот, у кого больше денег, либо тот, кто богаче. По-другому никак. Давайте уточняющую. Сильнее тот, кто будет прилагать усилия, деньги, силы, физические, здоровье. Давайте так скажем, кто использует свои ресурсы, тот и сильнее, в том числе и деньги, и физическое здоровье. Да, солнце, то есть и мужчина будет видеть здесь. И сильнее тот, у кого, как говорится, светлое дело или правое дело, да, или правдивое дело. За кем правда, за тем и сила. Вот так. Хорошо, будет ли он вас возвращать, этот мужчина? Будет ли возвращать вас? Пока что вряд ли он вас будет возвращать, поэтому, как говорится, мяч на вашей стороне, ход за вами, прилагайте усилия вы. Готов ли он вас потерять сейчас? Исходя из того, что я здесь увидел, он не готов вас потерять. Нет, не готов он вас терять. Он все-таки к вам испытывает чувства, он вас любит, поэтому не торопитесь здесь. Здесь 2 дьявола. Один из них может быть вы. Один из них может быть ваша соперница. Один из них может быть и ваш партнер. Он может быть и под дьяволом. А здесь и луна, и жрица, и все остальные карты. Хорошо.
Как он будет проявляться в ближайшее время? Как он будет проявляться в ближайшее время? Но он может принести вам боль, причем не только вам, но и своей третьей половинке, да, ну, третьей этой барышне. То есть он причинит боль, имейте в виду. Что именно будет делать? Ну, он должен как-то появиться и выйти на связь. Тут 8 жезлов. Причем скоро выйдет на связь. Скоро выйдет на связь и будет грешить. Будет греховное какое-то у вас. Но это греховное может привести вас к очищению от какого-то негативного аспекта. То есть у вас с ним какой-то произойдет грех, но с помощью этого греха он освободится. Да, видите, тут магия. Тут этот грех связан с магией, но это произойдет по его инициативе совсем скоро. И он может причинить вам боль, но эта боль освободит двоих, и вас, и его. Поэтому скоро выйдет на связь, и после какого-то, знаете, как будто бы, может быть, агрессии какой-то, может быть, страсти какого-то, близости, да, что-то произойдет, что, может быть, прояснит и его планы на вас, да, то есть вы уже их будете видеть, слышать, и вы будете видеть и понимать, как проявляется вот эта энергетика, которая на нем идет луной. То есть проявится он и появится у вас на глазах. И после этого у вас появится понимание, как сбросить вот то, что мешает вам двигаться дальше. Да, вот так. Есть ли будущее у этих отношений? Пока что да, перспектива есть. И есть куда идти. То есть тут даже будущее в счастье. А если счастье это, да? Да, 2 пентаклей. Причем по этой карте это именно мгновение. Счастье это то, что человек может отлавливать. Да, то есть вы можете быть счастливы, вы это счастье с ним и с ней, да, с женщиной это и замечали, да, но если мужчины смотрят. В чем суть счастья в этих отношениях? Ну или к чему стремиться? Ну, смотрите, здесь свобода, понимание, легкость движения, легкость дыхания, бесстрашие, уверенность и чувство плеча и защищенности. Не так ли в любых отношениях? Это немаловажно. И если вы согласны с этим, то напишите мне в комментариях, что вам хотят карты передать через этот расклад сегодня в этом контексте, да, в контексте расклада. Но смотрите, вам нужно приготовиться к длительным отношениям в этой ситуации. Вот сегодня в этом раскладе с этим мужчиной. Значит, что у вас все получится, все будет хорошо. И как бы ни было, как бы ни происходило, настроиться на позитив. Здесь, видите, 2 женщины, 2 звезды. Поэтому ему так и нелегко, учитывая то, что та звезда, как говорится, имеет как бы свою магию, давайте так ее назовем, женское влияние, то карты по мечам говорят вам, что вам нужно применять все свои знания, все свои навыки, все свои умения и все свои возможности. И не бояться противодействовать сопернице, если таковая есть. Ну а если речь была не о сопернице, то все равно все, что здесь идет потоком, то нужно применять по отношению к нему на практике. Побачимось, почуємось, па-па.